Приветствую вас на канале Техревизор. Актуальная на 2024 год подборка внешних звуковых карт. Проходите, присаживайтесь. Расскажу вам о 6 вариантах звуковых, которые просто подключить к ПК по USB без всяких заморочек с PCI и внутренней установкой. Подобрал разные модели под разные задачи. Тут вы сможете отобрать для себя хотя бы парочку вариантов, если ищете недорогие карты просто для улучшения звучания в наушниках и качества звучания вашего голоса через микрофон. Или, например, если хотите ворваться в мир записи музыки, вокала, музыкальных инструментов. Даже если вы уже бывалый исполнитель, желающий обновить аппаратуру на что-то серьезное с взглядом на перспективу, без проблем примите для себя звуковую карту. Чтобы узнать актуальную стоимость каждой модели, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы, а с вас лайк и подписка на канал. Ну что, поехали! Крайнюю строчку заняла одна из самых простых и бюджетных звуковых карт – Behringer UM2. Конечно, 5000 рублей вообще немалые деньги. Есть ведь карты и за 1000 рублей. Но в этом и смысл, что те затычки толком никак не помогут. Более-менее хороший аудиоинтерфейс, от которого есть толк, и стоит побольше. Например, как вот эта звуковуха, хотя она даже выглядит максимально просто. Небольших размеров, пару крутилок, несколько входов-выходов и все на этом. Как раз то, что нужно пользователям, которым надо просто улучшить звук в наушниках, сделать его громче, насыщеннее, глубже. Или, например, улучшить микрофон, чтобы он передавал как можно более чистый и внятный голос. При этом нередко берут Behringer UM2 и для старта в музыке. Как по мне, для этих задач лучше подкопить денег и взять что-нибудь более подходящее из этого рейтинга. Но можно сначала побаловаться вот таким UM2. В эту карту можно подключить весь необходимый минимум. Наушники, гитару, микрофон в XLR, в том числе конденсаторный, так как поддерживается фантомное питание в 48 вольт. Все это будет обрабатываться преобразователями ЦАП и АЦП разрядностью в 16 бит и частотой дискретизации в 48 кГц. Сейчас углубляться во все эти подробности я не буду, просто уточню, что этих параметров с головой достаточно для домашней записи вокала и музыки без лишних шумов и с точной обработкой исходного сигнала. Внутри для микрофона стоит хороший усилитель Xenix испанского производства. В общем, главное определить, для каких целей будете использовать карту, а там уже смотрите, подойдет ли вам это Behringer по разъемам и начинке или нет. Пятое место я отдал Behringer UMC202 HD. Эту звуковую карту я решил добавить в рейтинг для тех, кому недостаточно прошлой UM2. Переплатив пару тысяч, можно взять вот этот аудиоинтерфейс, который по нескольким параметрам интереснее. Например, та же работа со звуком здесь происходит при разрядности в 24 бита и частоте дискретизации в 192 кГц. Если говорить проще, чем выше эти цифры, тем лучше. Точнее, динамичнее и приятнее ушам обработка сигнала. Сегодня даже топовые аудиоинтерфейсы оснащаются такой же битностью и частотой. Поэтому и звук на выходе получается чище и глубже, без лишних шумов, которые нужно убирать в постобработке. Конечно, не только этим они отличаются. Немалую роль играет и другая техническая начинка, но о ней можно говорить долго и нудно, поэтому имейте в виду, что сравнивать звуковую карту за 50 тысяч рублей с картой за 10 тысяч только по этим лишь параметрам неправильно. Следующее отличие. Поддержка подключения сразу двух микрофонов. Для них отдельно каждому выведены регулировки чувствительности. Фантомное питание 48 вольт и достаточно сильные преампы также на базе, поэтому к микрофонам эта звуковуха не привередлива. Ну и к наушникам тоже. В джек можно подключать даже около высокоомные уши на все 80-100 Ом, которые лучше раскроются и покажут, на что способны на самом деле. На задней панели есть стандартные RCA входы для подключения дополнительных приблуд типа мониторов и других аппаратов, поэтому за небольшие деньги можно подключить реально неплохую звуковую карту, что для простого апгрейда звучания наушников, что для записи музыки на начальном уровне. Четвертое место я отдал Arturia Minifuse 1. Эта звуковуха в первую очередь отличилась софтом. После покупки появляется доступ к сплайсу и автотюну на 3 месяца, плюс 4 фирменных плагина Arturio FX. В общем, всякие приколюхи, за которые серьезные исполнители выкладывают порядка десятка тысяч рублей каждый месяц. С подключениями здесь решили сделать вот так. Мы сейчас рассматриваем Minifuse 1. Здесь нам доступен только один XLR-выход под инструменты типа микрофона, гитары, один RCA-выход для остальной аппаратуры, один джек, один USB для подключения хоть смартфона, хоть MIDI-клавиатуры. То есть тут в случае чего у вас не получится подключить
подключить сразу и микрофон, и, например, гитару. То есть одновременно и сыграть, и спеть. Все нужно будет подключать поочередно и потом сводить. Но если есть необходимость подрубать сразу два устройства, можно взять версию MiniFuse 2, где все, что понадобится, в двойном экземпляре. Уточню, что есть и версия на 4 выхода. MiniFuse 4 соответственно. В общем, звуковуху Arturia можно выбирать под самые разные задачи. К звучанию тоже не придраться. Не скажу, что оно как-то капитально отличается от прошлых двух Behringer. Небольшую разницу еще могут заметить профессионалы, которые услышали не одну карту. Но если это ваша первая, то по качеству итогового сигнала претензий иметь не будете. Карта работает с адекватной задержкой порядка 10 миллисекунд, что не будет мешать записывать. Ну и ЦАП с АЦП не подведут, обрабатывая звук с частотой 192 кГц в 24 бита и передавая на наушники или микрофон. В общем, отличный вариант. Можно посоветовать его звуковому продюсеру, подкастеру или исполнителю. Еще одна классная звуковая карта – Focusrite Solo 4-го поколения. Именно 4-го, не 3-го. Как показывают тесты, между ними нехилая такая разница. И ЦАП с ЦПА отличаются, и аудиодрайвер прилично так обновили. Да и в целом по качеству сборки 4-ка приятнее. Поэтому смотрите, не перепутайте. Здесь также один XLR-разъем только для одного инструмента. Само собой, на месте все остальное. Джек под наушники, RCA под дополнительную аппаратуру, ну разве что USB-C тут сделано не для подключения всяких приблуд, а конкретно под питание от ПК. А так ничего особенного не завезли, но и не убрали. Хотя все-таки есть одна небольшая фишка. Кнопка с режимом Air. Это опция, которая добавляет звучанию насыщенности. Есть два режима, которые можно потестить и понять, надо оно вам вообще или нет. Все-таки, если вы полный профан в этом деле, то, наверное, и разницы никакой не заметите, что с опцией Air, что без нее. Но ничего, потом поймете. В любом случае, она здесь вообще не зря. Также порадовал набор софта, который дается в комплекте к звуковухе. Тут только его тысяч так на 10, а то и все 15 выходит. Focusrite в этом плане вообще не сэкономили. Найдется под любые задачи, поэтому перечислять не буду. Уточню только, что и без всяких наворотов вы сможете записывать действительно достойную музыку благодаря качественному микрофонному преампу с приличным усилением и прослушать все это на высокоомных наушниках. Конечно, какие-нибудь DT990 Pro на 250 Ом карта тянет так себе, но те же более слабенькие AKG без проблем. Все-таки мы сейчас говорим о сетапе начинающего или около того спеца. Ну а уже последние две позиции рейтинга я решил посвятить серьезным моделям, которые рассматривают к покупке в качестве улучшения уже имеющейся звуковой карты. То есть для бывалых спецов, точно знающих, что им нужно от звуковой карты. При этом просто поставить какие-то дорогие звуковухи ценником под 100-200 тысяч рублей было бы слишком просто. Думаю, и без меня всем понятно, что это наверняка хорошие аудиоинтерфейсы. Поэтому я постараюсь выбрать максимально доступные для большинства и годные модели, но уже за адекватные 30-40 тысяч рублей. Одна из таких Moto M4. Хотя она довольно возрастная и вообще считается скорее бюджетной, рассмотреть ее к покупке для улучшения звукозаписи все равно стоит. Есть пара XLR-разъемов с хорошими преампами под всякие микрофоны, гитары и так далее. Отдельно для каждого можно включить фантомное питание и подкрутить чувствительность. Плюс остальные крутилки громкости, джек с усилением для раскачки вполне серьезных 250-омных наушников, MIDI in-out, например, для подключения синтезаторов. И приятный бонус – ЖК-дисплей для моментального мониторинга. Отдельное удовольствие. Кнопка вкл-выкл на задней панели. Такая мелочь, а на деле действительно раздражает, когда просто включаешь ПК и без надобности активируется звуковая карта. В общем, редко где сейчас эту кнопку встретишь. По итогу, эта карта лучше всего подойдет для тех, кто уже серьезно намерен дальше развиваться в своем направлении. Будь то подкаст, стриминг, запись музыки, вокала где-нибудь дома или в небольшой студии. Но при этом без команды, без записи сразу нескольких инструментов и голосов. Лидером рейтинга стала Universal Audio Volt 476. Это одна из лучших звуковых карт в своем ценовом сегменте, которая выделяется качеством записи сигнала. Но еще она подойдет вам, если есть необходимость подключать сразу до 4 источников. Спереди у нас два XLR разъема и сзади парочка Input Line 3-4. При этом здесь стоит высококлассный усилитель-компрессор, который показывает, насколько может измениться голос по одному лишь нажатию на кнопку. Чем-то напоминает опцию Air в предыдущем Focusrite. Есть разные режимы, например, Vintage Mode, который изменяет голос и делает так, что обрабатывать толком ничего не нужно. Думаю, говорить о какой-то задержке или внутренних шумах от этой звуковой карты смысла нет. Все исполнено на высоком уровне, за которым охотятся звукорежиссеры, исполнители и другие профессионалы из подобных областей. А здесь еще и за невысокую цену втройне приятно.
На базе все остальные разъемы для подключения инструментов, наушников, плюс все вот эти крутилки чувствительности, громкости, кнопки разных режимов обработки сигнала. В общем, ничем не обделили, еще и сверху накинули. Также мне понравилась возможность выбирать для себя подходящее количество каналов. Принцип тот же, что и с Arturio Mini Fuse. Мы рассматриваем модель на 4 канала Audio Volt 476. Есть модель на 1 канал Audio Volt 176 и на 2 канала Audio Volt 276. Отличаются они только этим и ничем больше. Поэтому, если вам в душу запал винтажный дизайн Universal Audio Volt, качество ее звучания и такой разнообразный функционал, то можно запросто выбирать себе подходящую модель и не переплачивать. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.